Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня, и у нас сегодня солянка из перловки. Ух ты! Да, все как всегда, просто, быстро и вкусно. Перловку я хорошо помыла, замочила на ночь, чтобы она набухла. И уже могу смело ее утром сливать в воду и начинать готовить свое шикарное блюдо. Сковородку на огонь, столовую ложку жира или растительного масла, что любите. Пусть себе здесь тает. А я беру кусочек мяса, примерно граммов 400, у меня говядина, и нарезаю на небольшие кусочки, чтобы быстрее приготовилась. Хочу сказать, друзья, что в этом блюде вкуснее всего перловка, так что не имеет значения, какое мясо и сколько вы возьмете. Да, Сережка? Согласен. Во. И все же мясо дает свой шарм. Ты ж мой шарм. С мясом я справилась и аккуратно выкладываю в разогретую сковороду. Ой, как сразу запахло вкусно. Так мясо жарится. Стараюсь его распределить по всему дну, чтобы оно свободно так себе обжаривалось. До румяной красивой корочки. Нагрев под сковородой максимальный. Ну а пока лук. Берем крупную луковицу и нарезаем на мелкий кубик. Через несколько минут мясо переверну или просто перемешаю. И обжариваю дальше. Перемешиваю второй раз. Ну и вижу, мясо уже подрумянилось, поэтому могу смело добавить лук. На лук щепотку соли, щепоточку сахара. Перемешиваю и обжариваю до мягкости, прозрачности, чтобы было все красиво. И вкусно. Да, а пока можно морковь натереть. На терке по-корейски. Действительно так проще, когда с обратной стороны. Благодарю за подсказку. Ну, так и держаться удобно. И не так страшно. Слежу за луком. Ой, класс! Когда он стал мягким, даже уже немножко подрумяниваться, добавляю морковь. Перемешиваю и обжариваю несколько минут. А пока и подрежем еще один ингредиент, друзья. Огурцы. Да такие, чтобы крепкие, хрустящие. Прям как от Васильича. Класс. 3-4 небольших огурчика будет достаточно. Нужно их порезать. Здесь по желанию. Я думаю, вот так вот будет в самый раз. Ну, типа соломочкой, да? Ух ты, уже нужно нам перемешать там в сковородке. Тут у нас по красоте все уже, посмотри. Видишь, как поджарилось? Вообще шикарно. Образовались прижарочки, пригарочки. Ой, каша получится на славу. Добавляю огурчики. Перемешиваю. И 2-3 минутки прогреваю все вместе. Ух ты, как же запахло вкусно! Да, такой запах прикольный. Сейчас можно добавить немножко сушеного чеснока. Конечно же, острых ощущений для мужа. Побольше, побольше. Я люблю перец. Пожалуйста, тебе побольше. Каша и так получится пикантная, огурцы придадут свою изюминку. А рядышком водичку поставлю, чтобы закипало. Когда все хорошо поджарилось, объединилось, получилась очень вкусная поджарка, друзья. Уже можно немножко капнуть водички, протушить, и подливка будет ням-ням-ням. Беру перловку и выкладываю сверху. А многие писали, что только в сотейнике. А я смотрю, ты из сковородки справляешься. Ой, Сережка, и в кастрюле можно, и где угодно, и на костре смогу, веришь? Распределяю перловку поверху. Ничего перемешивать не буду. Угу. Сверху немножко присолю, совсем чуть-чуть, так как у меня здесь огурцы и лук я подсаливала. Капелюшечку. Беру горячую воду. Закипела вообще хорошо, не закипела тоже хорошо. И наливаю в сковородку. Количество воды зависит от того, какую кашу вы хотите. Мокрую, сухую, рассыпчатую, как плов. Мы любим такую, мокрую, да, Сережка, сделать? Да-да-да. Все. Немножко покрыла, буквально на полсантиметра. Накрываю крышкой и довожу до кипения. Ничего не перемешиваю. Нагрев под сковородой чуть выше среднего, чтобы быстрее закипело. Как только закипело, посмотрите, какая красота. Делаю нагрев самый минимальный, какой только могу на своей газовой плите. И буду томить перловку примерно часик. Так, друзья, винегрета захотелось. И как всегда, мне на помощь приходит моя мультиварка.
Устанавливаю чашу. На дно пергамент. Можно не сильно новый. Свеклу на самый низ. А раньше ты фольгу заворачивал. А теперь уже, Сережка, я так не делаю. Смотри, что делаю дальше. На свеклу соль. Обязательно по щепотке сахара. Чтобы жизнь была сладкая. По капелюшечке растительного масла. Морковь сюда же. Морковку тоже немножко просто присолю. Также по капелюшечке маслица. Добавлю острых ощущений. Все-таки с запеченными овощами винегрет получается по-особенному вкусный. И на самый верх выкладываю картофель. Он запекается быстрее всего. Все, достаточно картошки. Тоже немножко присолю. Закрываю. Режим выпечка. Час. Старт. Все. И занимаюсь своими делами. Хочешь посмотреть, да? В конце приготовления перловку перемешиваю. Посмотрите, какая красивая. А пахнет просто обалденно. А почему солянка? Да потому что с солеными огурцами. И мокрая, и в то же время рассыпчатая. Все как мы любим. Это что-то новенькое. И вкусненькая, Сережка, поверь, тебе понравится. Снова накрываю крышкой и оставляю на 10-15 минут, чтобы отдохнула. Ну давай, Сережка, уже мне хочется. Опа! Ты класс. Скажи, яркая такая. Еще Насыпай. еще разочек перемешаю, чтобы она блестела. Нравится мне, когда она блестит. Красиво, Сережка? Анютка, да уже насыпай. Ну давай. Не томи. Ну давай, кашу томила, теперь тебя томлю. Ну ты кричал, мясо тебе побольше, смотри. Ну да. Видишь, как я прям... Таможной кашки, а то как кот наплакал. Сережка! О, вот это по-нашенски. Береги желудок. А? Вот такая вот красота, друзья, получилась. Ставьте лайки, делитесь своими рецептами в комментариях. Будем готовить вместе. У нас с вами это очень хорошо получается. Ну а сейчас винегрет. После отключения таймера овощи оставляю в мультиварке до полного остывания. Когда овощи остыли, можно доставать. Жди, Сережка, я хочу еще показать, насколько хорошо они запеклись. Ух ты, картошечка у меня даже сегодня подрумянилась. Это хорошо. Я думаю, видно, что овощи хорошо пропеклись. Все же возьму нож и покажу вам. Ой, прекрасно. Видно, да? Видно, видно. Нож заходит и свеколка. Прекрасно. Угу. Все. На ужин нам осталось, да? Да, на ужин осталось. Ну что, муж овощи почистил. Осталось их только нарезать. Начну с картофеля. Хочу показать хозяюшке, как прекрасно приготовился картофель в мультиварке. Ну, мне писали, что не верят, что в мультиварке можно так хорошо запечь овощи. Я решила показать, что все прекрасно можно. Перекладываю в миску и немножко картофель вот так вот разминаю. Капелюшечку растительного масла, у меня ароматное. Перемешаю и продолжу. Следующим ингредиентом идет морковь. У меня уже в животе бурчит. Ароматные овощи получаются, запеченные таким способом. Конечно, можно использовать и духовку. Сюда. Немножко перемешаю. Пусть здесь уже начинает дружиться. Что следующим ингредиентом пойдет, Сережка? Огурцы. Давай огурчики. Сюда же. Перемешаю. Ух, какой красивый салатик получается, Прямо скажи. синий какой-то на вид. Угу. Сюда же добавлю хорошую горсть фасоли. От голубцов осталась вареная, я специально ее оставила. На этом этапе немножко присолю, перемешаю. И можно есть. Нет, еще же свекла. Пришло время к царице осени, свекле. Прекрасно тоже пропеклась. Давай, ух ты, какая свеколка сладенькая. Еще немножко соли, совсем чуть-чуть. Примерно 1-2 столовые ложки ароматного масла. Перемешиваем. Посмотрите, какой красивый салат получился. И не винегрет вовсе, да? Ага. По внешнему виду. И не винегрет вовсе. Все, друзья, Красивый. я не могу удержаться. Беру большую тарелку. Я люблю этот салат просто вот так вот. Без ничего. Сережка хочет еще перловку, понравилось ему.
Где моя вилка? Беру вилку и наслаждаюсь. Всем приятного аппетита, мирного неба и вкусной еды. Ну, это мой тазик. Угу.